ударили по компрессорной станции «Орловка» на границе Украины с Румынией. Я так понимаю, это крупнейшая, наверное, компрессорная станция, которая работает на входе на Украину с трансбалканского газового потока. Причем здесь Россия, неизвестно. Я верю европейской прессе. Она же никогда не врет. Она еще в мае 22 года сообщила, что в России все ракеты закончились. Так что я уверен, что мы здесь ни при чем. Это какой-то кондиционер неисправный. Правильно? Правильно. Не может же европейская пресса врать. Вот типичный взрыв кондиционера. Если серьезно, это газоизмерительная станция «Орловка». Она в свое время работала в направлении с севера на юг. Трансбалканский газопровод был рассчитан на то, чтобы российский газ через территорию Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Турции поступал на юг Европы. С момента запуска турецкого потока он не работает, поэтому были установлены новые газоперекачивающие агрегаты, которые позволяют использовать трубопровод в реверсном режиме. По нему теперь возможна прокачка как с севера на юг, так и с юга на север. С юга на север – это возможность поставлять газ, поступающий, допустим, на регистрационные терминалы Греции, Италии в обратном направлении. В свое время это был один из проектов Европейского Союза, вертикальный газовый коридор, он так и назывался. То есть, если мы говорим о юге, возможно поставки из Турции, возможно поставки из Италии и из Греции, прокачиваем на север. В качестве накопителя используем подземное хранилище газа на территории Львовской области. Их там более чем достаточно. На 17 миллиардов кубометров. Второе по объемам подземное хранилище на территории Европы. И дальше уходим на север. Уходим на север, поскольку есть не самый мощный, но тем не менее уже построенный трубопровод из Польши. Если мы прокачиваем с юга на север, значит мы поставляем газ в Польшу. У Польши уже построен трубопровод в Литву и так далее, то есть вплоть до Финляндии можем совершенно спокойно поднимать. И в обратном направлении, поскольку газовые системы Польши и Литвы объединены, соответственно, СПГ, которые поступают на регистрационные терминалы Independence в Клайпеде и в Свиноujście на территории Польши, все то же самое в обратном направлении. В любом случае центральным узлом были подземные хранилища газа, потому что по-другому нивелировать неравномерность поставок СПГ невозможно. Это не обычный газ, который идет, это вот пришел танкер, пока вы его выгружаете, газ есть. Если до следующего недели, то что вы будете делать неделю, если вы не используете ПХГ для нивелировки вот таких перебоев с поставками и со спросом. Спроса равномерным никогда не бывает. Но в последнее время, поскольку кондиционерная болезнь одолевает еще и подземные хранилища газа в Львовской области, не знаю, какая-то катастрофа с кондиционерами, этот проект как-то ушел то ли влево, то ли в никуда. Что есть риск того, что газ закачать удастся, а удастся ли его поднять в случае необходимости, большой вопрос. Теперь вот еще и ситуация с Орловкой. Никакой информации о том, насколько серьезно повреждение, удастся ли это отремонтировать быстро, потребуется ли вообще полностью менять оборудование, просто нет. Так что, сложности возникают. Если говорить о тех поставках, которые сейчас на территории Украины возможны, остаются поставки из Словакии. Это как раз турецкий поток и его продолжение под названием Балканский поток. С территории Турции, через территорию Болгарии в Сербию, через территорию Сербии в Венгрию, через территорию Венгрии в Словакию, через территорию Словакии на Украину. С соответствующими тарифными последствиями. С учетом вот такого невероятного транзита, газ из России должен, грубо говоря, из Уренгоя добраться до Черного моря, нырнуть, вынырнуть, пропетлять по Балканам и добраться, собственно говоря, да. Вот такая замечательная газовая петля. Украина сама себя в такую ситуацию поставила. С 1 января, как гордо сообщала украинская пресса, они, наконец, избавились от присутствия российского газа
на своей территории. Ну, прекрасно. Газ действительно после того, как он путешествует через Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию, Словакию, абсолютно не российский. Он несколько раз сменил гражданство, там каждая молекула демонстрирует набор паспортов, российского среди них уже нет, потерялся, все, можно закупать. Ну, теперь это остается, собственно говоря, единственный рабочий вариант, вот такая круговая путешествие по Европе, так скажем. Ну, вот мы примерно как бы такую карту набросали. Ну вот как-то так она приблизительно и выглядит. Газ вместо того, чтобы поступать напрямую из России, путешествует по морям, странам, любуется красотами Южной Европы и немножечко обрастает тарифными добавочками. Поэтому сейчас, как ни удивительно, но судя по информации, поступающей из Киева, стоимость газа на Украине выше, чем в Европе. Этого было не просто добиться, но смогли, молодцы, за вот такую настойчивость, конечно. Поздравляем. Есть возможность поставлять газ через Польшу, но Польша больших объемов не даст. А я просто напомню, что из нынешнего отопительного сезона Украина вышла с минимальными объемами запасов. Пополнять нужно, денег нет, трубопроводы не самые мощные. Есть риск того, что набрать необходимые запасы не удастся. Соответственно, зимой, это не говорит о том, что Украина замерзнет, это говорит о том, что зимой придется работать с колес. То есть не из ПХГ, а вот непосредственно из трубопровода. Но стоимость тогда будет немножко другой. В отопительный сезон стоимость газа традиционно поднимается процентов на 20-25. Борис, я правильно понимаю, что если вот перекрыть полностью вот эту поставку через Орловку, это еще коснется и Молдовы? Опять же, точной информации нет. Там трансбалканский магистральный газопровод прокладывали в советские времена, когда ни про какие границы между советскими республиками никто не думал. Там удивительный момент. Если мы смотрим со стороны Румынии, газ приходит на территорию Молдавии, проскакивает небольшой кусочек по территории Украины, возвращается в Молдавию. Вот где повреждение? Потому что из Молдавии он снова возвращается на Украину. Где повреждение? Ну, насколько я понимаю, это Орловка, это как раз территория Украины на входе, на прямом входе из Румынии. Ну, если... На первом входе, да. Ну, тогда действительно будет проблема еще и у Молдавии, но Молдавия проблемы сама себе создает, а вот то, что могут быть опять проблемы в Приднестровье, не просто так, чрезвычайная ситуация в энергетике совсем недавно в Тирасполе была продлена решением парламента. Так что, ждем более подробной информации. От кого она может поступить, сказать сложно. Румыния не комментирует, это не на ее территории, как раз у Румынии вообще все в порядке. Верить информации, поступающей из Киева, это просто себя не уважать. Молдавия комментариев тоже не давала, она там больше своими внутриполитическими событиями озабочена. Давайте подождем, когда туман немножко развеется. Помимо Польши, насколько я помню, по карте газопроводов есть еще вход из Венгрии и Словакии. Да, мы только что описывали тот самый турецкий поток. Пересекая границу Болгарии, он становится Балканским потоком, но это тот же российский газ, который должен пройти с севера до юга, через море в Турцию, и дальше вот это вот путешествие. Это тот самый реверс по системе Уренгой, Помара, Ужгород. Тарифы дешевыми там не будут. В Словакии хорошо помнят. Что сделала Украина. Да. Что дело не только в том, что Украина лишила Словакию возможности получать более дешевый газ. Не потому, что Россия его дешево продает, потому что маршрут меньше, и транзитных платежей меньше. Словакия зарабатывала на транзите российского газа до 500 миллионов евро в год. Потому что дальше за Словакией Чехия, Венгрия, Австрия, а из Баумгартена газ расходился вплоть до Италии. Вот всего этого словацкий бюджет теперь лишен, соответственно, возможность компенсировать эти потери не будет упущена. Тема еще, которая, наверное, у нас уже третью программу будет звучать, это Азерилайт, нефть из Азербайджана, в которой какая только страна не находила примеси хлора. В этот раз это была как раз-таки Румыния.
Я так понимаю, в Румынию, не знаю, тут нефть с танкерами шла, не танкерами, но что ты скажешь вот за Румыния... продолжающуюся которую неделю проблемы с поставками Азерилайн? Румыния — это акватория Черного моря, естественно, танкерами. Магистральный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Дальше отгрузка танкерами, не самый продолжительный маршрут, вот уже Румыния. Все в полном порядке. Румыния сообщила о том, что такая проблема возникла. Некондиционная нефть слита в отдельное нефтехранилище, и, соответственно, будет разбавляться качественной нефтью с тем, чтобы не повредить оборудование. Я в очередной раз напомню, что история крайне странная, поскольку оператором на блоке морском в Азербайджане АЧГ, Азери Чирик Гюнешли, является компания BP. Оператором магистрального газопровода Баку-Тбилиси-Джейхан является компания BP. Нефтепровода. Да. Нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан является компанией BP, и компания BP является той компанией, которая первая сообщила об обнаружении некачественной нефти. Может быть, конечно, какой-то ответ на происходящее событие, на то, что мы слышим и видим от BP, еще раз повторяюсь, BP обнаруживает некачественную нефть, которую сама же и добывает, и сама ее поставляет по нефтепроводу. И говорить о том, что это происки Баку, в этой ситуации действительно сложно. Вчера в ходе начавшегося визита президента Азербайджана в Соединенные Штаты Америки, мы все ждем вечерних новостей по переговорам с Арменией, вчера вот не международное событие, состоялась встреча и подписание меморандума о расширении стратегического сотрудничества между компаниями Сокар и ExxonMobil. Может быть, это и есть ответ на все события, связанные с обнаружением хлорки в нефти от BP. То есть ты хочешь сказать, что идет... Я ничего не хочу сказать. Я напоминаю, что компания BP совсем недавно называлась British Petroleum, а ExxonMobil был всегда ExxonMobil. Там, поскольку времени мало, вот, поиграть во все эти загадки Ротшильда, Рокфеллера, уважаемые зрители, смогут и без нас с тобой. Меморандум, никаких комментариев, да, подписан, да, стратегическое сотрудничество, да, расширение, углубление и так далее. Ну, то есть подробностей никаких. Ну, вот просто ряд событий. BP, которая добывала нефть, прокачивала ее через нефтепровод, обнаружила некие хлорные соединения. А вчера вот встреча с ExxonMobil. Совпадение? Уверен, что да. Какой-то такой... Ну, за сколько началось? За несколько недель, да? Не кажется тебе, что очень оперативно? Или это в таком в стиле Трампа, как с Панамским каналом? Ну, я не думаю, что это было внезапно. Наверняка такого уровня переговоры ведутся достаточно долго. Тем более, что подробности нам не сообщили. Может быть, конечно, Дональд Фредович в известной манере, это была великолепная сделка, нам что-нибудь сегодня ночью и расскажет. Он же любит сделки. Будем наблюдать. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.